На сегодняшнем видеоуроке мы разберем такую проблему, как хальгус вальгус. Это нарастание косточки на уровне стопы и смещение большого пальца в сторону мизинца. Очень часто одной из проблем таких изменений является ношение обуви на каблуках. Но, как правило, это разрушение поперечного свода. И мы на сегодняшнем уроке попробуем разобраться, что можно сделать для того, чтобы остановить это увеличение косточки, а также как можно профилактически использовать движение стопы и улучшить состояние работы всей стопы и поперечного свода. Для начала примем более удобное положение. Я предлагаю вам сесть на стул. Я заняла не самое удобное положение, но мне необходимо показать важные моменты. Когда мы используем стопу во время ходьбы, то мы, приподняв стопу, опираемся о пятку. И потом все движение стопы движется в сторону пятой плюсневой кости. Как только мы переходим на пятую плюсневую кость, у нас включается поперечный свод, который переносит нагрузку в сторону первой плюсневой кости. У нас опускаются пальцы, пальцы начинают толкать, у нас приподнимается свод, и у нас включается икроножная мышца. Что же происходит, когда у нас нарастает косточка? Дело в том, что два пальца, 4 и 5, они привязаны к пяточной кости. 3 пальца привязаны к таранной кости. И всю амортизацию в момент ходьбы должна выполнять таранная кость. Как чаще всего двигаемся мы? Мы опираемся о пятку, и мы начинаем, не используя свою наружную часть стопы, мы начинаем опускать ее вниз в сторону большого пальца. Попробуйте приподнять пятку и перенести вес в сторону пятой плюсневой кости и почувствуйте, как это связано с вашей пяточной костью. Или попробуйте перенести в сторону первой плюсневой кости и почувствуйте, как напряжение уйдет в таранную кость. Так вот, когда мы в ходьбе каждый раз начинаем толкать с пятки нагрузку в сторону первой плюсневой кости, чтобы, обратите внимание, во-первых, у нас уходит щиколотка внутрь, тогда нужно телу здесь создать дополнительный объем, чтобы стопа не уходила глубоко внутрь. Поэтому правильная ходьба – это когда мы с пятки уходим по наружной части стопы, переходим в сторону пятой плюсневой косточки, переносим в сторону большой, опускаем пальчики, не подтягиваем вот таким образом пальчики, а именно толкаемся. Особенно для нас важен контакт большого пальца. У нас приподнимается свод, и на этой работе включается икроножная мышца. Еще разочек. Движение пальцы, голеностоп, уходим по наружной части, перенос, поставили пальцы, опираемся о пальцы и приподнимаем пятку вверх. Это и дает возможность разгрузить эту часть косточки. Это дает возможность включить большой палец в работу. Поэтому, когда вы будете двигаться, понаблюдайте, а как вы движете. Как правило, если есть косточка, это всегда движение с пятки сразу на плюсневую первую косточку. Поэтому движение через мизинчик, через пятую косточку позволит снизить нагрузку. Сравните ощущения, когда мы перебрасываем мизинец и на первую, или сразу сбрасываем с пятки на первую, насколько ударная нагрузка отличается. Постарайтесь научиться этому движению, и проблема с хальгус-вальгусом не будет вас беспокоить. Выполняйте упражнения, которые способствуют правильной работе вашей стопы. Вы можете выполнять их в процессе вашей ходьбы. Только вначале берите не весь процесс движения, возьмите маленький кусочек. Понаблюдайте, как вы опираетесь о пятку. Понаблюдайте, если в вашем движении перекат от пятки в сторону пятой плюсной. Понаблюдайте, если у вас перенос от пятой плюсной в сторону большой. И понаблюдайте, используете ли вы свои пальцы при отталкивании и при подъеме стопы. Успехов!